Правильное место для хорошего отдыха. Завтра с Томандом Сандал. Как часто люди встречаются с чем-то потусторонним, мистическим или просто выбивающимся из привычной картины мира? Как они на это реагируют? Я всегда считал, основываясь на поп-культуре, что такое, в принципе, если может быть в жизни, то человек, столкнувшийся с чем-то эдаким, просто поймает паничку, падет в ступор или истерику, но так или иначе это будет сопровождаться каким-то животным ужасом. Когда мне самому пришлось столкнуться с некоторыми, так сказать, странностями, меня больше удивило не это, а то, как относительно спокойно я это принял и как принимали другие. Словно это что-то обыденное, вроде «да, вон Семенович опять в загул ушел, лучше не трогать его пока, а то он буйный». Или у Светки опять Мурка окатилась. Котята не нужны часом. Возможно, я просто флегматик. Накопившаяся усталость только подчеркнула эти качества. А может, я просто никогда не вычеркивал из своей картины мира возможность того, что придется столкнуться с чем-то, что объяснить будет сложно или не удастся вовсе. Так или иначе, со временем спокойствие трансформировалось в букет не самых приятных ощущений. Холодный ком внутри, будто в предчувствии беды, чувство, что кто-то наблюдает, какая-то невнятная тревога, когда постоянно хочется вернуться, чем-то занять руки и неуютно, если за спиной есть открытое пространство. Немного предыстории. В определенный период моей жизни обстоятельства и смутные желания привели меня в небольшой отель возле большого озера, недалеко от склона горы. Нет, не на отдых. Я устроился работать ночным и иногда дневным администратором. До этого мое представление о подобной работе строилось на психомотель Бейтс, ночной администратор и даже отель Элеон. Но на самом деле все казалось куда проще. Сидишь на ресепшене, занимаешься своими делами. Если кто-то приезжает, берешь личные данные, депозиты заселяешь. Если выезжает, проверяешь номер, отдаешь депозит и тепло прощаешься. Все остальное время делай, что хочешь, в разумных пределах, конечно. Главное, чтобы был на месте. Конечно, такая активность была не каждую ночь, и тогда можно было просто лечь спать на продавленную кровать в подсобке. Гости отеля редко подходили ко мне ночью с какими-то вопросами, да и рабочий телефон всегда был со мной, так что можно было не волноваться, они всегда могли со мной связаться. Теперь немного о самом месте. Маленький городок, локация не то чтобы курортная, но виды открываются довольно живописные. И в сезон отпусков, когда я устроился на работу, все номера были стабильно заселены. Сам отель представляет собой трехэтажный коттедж, который скромно ютится среди кучки таких же заведений. Есть свой дворик с бассейном и даже столовая. Весь двор, все коридоры и немного пространства входа просматриваются камерами, которые все, как ни странно, работают. Что меня немного смутило в начале, это несколько странных правил, которые озвучила мне моя сменщица. Дневной администратор, женщина немного за 40, живет с семьей в 5 минутах от отеля. Как она мне рассказала, отель принадлежит кому-то из родни. Прошлый ночной админ уволился, а одной работать с сутками тяжело, поэтому срочно ищут замену. А правила были следующие. Один, если с улицы заходит незнакомый человек и под каким-либо предлогом просит выйти с ним, не выходить. Всякое бывает, конечно, но меня заверили в том, что район в целом тихий и спокойный. Если действительно нужна будет помощь, я пойму, а отель лучше не покидать. Может, это все-таки продиктовано слегка параноидальными соображениями безопасности? Я не знаю, но тогда меня что-то зацепило. 2. Если будут подозрительные шумы в закрытых служебных помещениях, не нужно открывать двери, проверять, просто не обращать внимания.
Это правило я тогда тоже не очень понял, но да ладно, мне же меньше хлопот. 3. Детей ночью не пускать, если они не живут здесь с родными, конечно. Здесь я снова озадачился, но уточнять не стал. Мало ли, может, шпана подрастающая стащит ерунду какую-то, а мне отвечать потом. 4. Последние правила мне озвучили уже ближе к межсезонью, когда часть номеров пустила и просто простаивала. По возможности не стоит заселять гостей в правое крыло на втором этаже. Здесь я уже сам начал догадываться почему, но обо всем по порядку. В общей сложности я проработал чуть больше года, и сейчас я хочу поделиться тем, с чем мне пришлось столкнуться, чему я так и не нашел удовлетворительного объяснения. Для удобства я сгруппирую все это в небольшие категории. Первое время я реагировал на такие случаи довольно спокойно, с легким интересом и любопытством. Спустя время стали появляться тревожные признаки, которых я уже поминал, но никто так и не объяснил мне, в чем дело, даже тогда, когда все это закончилось. Содержание. 1. Барабашка. 2. Зазывалы. 3. Пятеряшки. 4. Робки. Барабашка. На самом деле я не знаю, что это было на самом деле, просто это слово показалось мне наиболее подходящим. Уже в первую неделю я вспомнил о правиле служебных помещений и на протяжении всего срока пребывания там не забывал. Некоторые случаи были типовыми, вроде разбитой посуды в столовой, бардака в подсобных помещениях и т.д. и т.п. И повторялись многократно, но какие-то запоминались более отчетливо. Один стук в дверь, иногда, когда я проходил мимо щитовой или котельной на заднем дворе, из-за дверей одного из помещений раздавался стук аккуратный, но настойчивый. Так я стучал в дверь номера, когда было что-либо нужно от гостей. Если стоять, там стук продолжался с некоторой периодичностью, но если отойти хотя бы на пару метров, то смолкал. 2. Фонарь. Раз в неделю, 2. На моей смене стабильно сгорала лампочка в уличном фонаре у входа во двор. На следующее утро ее оперативно менял местный техник. Возможно, что-то неладное было с напряжением или вроде того, я не знаю. Электрика не то, в чем я разбираюсь, но вроде бы разные специалисты хотели. Но вроде бы разные специалисты ходили, смотрели, измеряли и чего только не делали. Но не нашли проблем ни в фонаре, ни в проводке, ни где-то еще. Впрочем, может и не было никого, а просто лампочки менять было дешевле, чем устранять корень проблемы. Так я думал вначале, но позже мне показалось, что я заметил закономерность. 3. Разговоры за дверью. Здесь примерно так же, как и со стуками в дверь. Можно было услышать, проходя мимо, и все стихало, стоило немного отойти. Однажды из праздного интереса я решил прислушаться, что же там говорят из-за двери в кладовку с тряпками, швабрами и всевозможными моющими средствами. Сначала, когда я только приблизился к двери, голоса были неразборчивы, как будто где-то в глубине комнаты. Я пытался разобрать хоть что-то, и постепенно получалось познавать отдельные слова. Было немного жутко, но очень маловероятно, что там в 3 часа ночи оказался кто-то из гостей, персонала или случайные прохожие. Эта часть двора слабо освещалась, и вокруг густели тени, что тоже играло атмосферу, но в то же время было очень интересно, о чем можно говорить далеко за полночь в крошечном служебном помещении на веренной мне территории. Чем дольше я слушал, тем больше я понимал, что там обсуждают меня. 2 очень низких незнакомых мужских голоса материли меня так, что у меня покраснели уши, громко обсуждая, какой я длинный поток ругательств и вообще нехорошо подслушивать. Внезапно все стихло, давая мне время осознать, что происходящее не совсем нормально. Как только первый холодок пробежал по плечам, по спине раздался короткий стук в дверь, и уже веселый женский голос вкрадчиво спросил: «Ну что, мое имя?» «Если тебе так интересно, может быть, откроешь дверь?» Тогда я впервые испугался, работая в этом деле, и просто убежал.
Больше желания послушать не возникало. Зазывалы. Так я называл тех, кто заходил в отель с улицы и просил меня выйти с ними по какой-либо причине. В общем, за все время работы таких случаев было немало. И я думаю, большинство из них вполне бытовая ерунда, но некоторые мне запомнились. 1. За покупками в районе 2 часов ночи в холл зашла молодая привлекательная женщина. Она выглядела очень ухоженной, стильно одетой и приветливо, чуть виновато улыбнулась. Подойдя к ресепшену, пахло от нее, правда, странно, на контрасте с внешним видом. Едва уловимый запах земли вперемешку с тухлыми яйцами. С ее слов она ходила за покупками в магазин, но пакеты такие тяжелые. Идти осталось всего ничего, но руки уже просто отваливаются. И так далее и тому подобное. Меня смутило то, что эти тяжелые пакеты она бросила, видимо, на улице, так как зашла в отель налегке. И отсутствие работающих в это время магазинов в радиусе минимум километров 5. Как бы там ни было, я вежливо отказал, но она продолжала настойчиво отговаривать и даже требовала. И чем дольше я ее слушал, тем больше был уверен, что никуда с ней не пойду. В конце концов, она просто молча ушла. Я смотрел, как она выходит со двора по камерам, и как только она вышла за калитку, резко бросилась бежать куда-то в сторону озера. Не знаю, что это было. Может, ей правда нужна была помощь, и она правда устала, но тогда почему она сразу же бросилась бежать, откуда она знала мое имя, и то, что в 3 классе я помог донести сумки незнакомой бабушке. Это дала мне в дорогу пирожки, которые я побоялся тащить домой и просто выкинул по дороге. 2. Машина. Здесь все куда прозаичнее. Но все же случай врезался в память. Зашил потрепанный на вид мужик, но к ресепшену не подошел, держался ближе к дверям. Завел разговор на тему: «Ну, че тут у вас, как вообще? Есть ли номера, че стоят и все такое?» А потом резко переключился на свою машину. Дескать, заглох, толкнуть надо помочь. Крутил пару мятых хабаровских в руке, обещая их в качестве награды. Мне сразу показалось это подозрительным, и хоть деньги и были нужны, я никуда с ним не пошел. Он немного помялся в дверях и молча покинул меня. Позднее я узнал, что ограбили отель неподалеку. Точно так же некто попросил админа помочь с машиной. Тот согласился, и пока они были на улице, были украдены с ресепшена касса, рабочий ноутбук и зарядка для телефона. 3. Карьерный рост. Пожалуй, самый странный случай. Около 3 часов ночи зашел представительный на вид мужчина в дорогом на вид костюме и с дипломатом. Он начал сразу с места в карьер. Вместо приветствия предложил мне работать на него. Тоже админом, тоже в отеле. Он сказал, что сегодня открыл новый большой отель аж с 5 звездами, который находится тут неподалеку, а ему срочно нужен администратор. На мой резонный вопрос, почему я, он сказал, что прекрасно разбирается в людях и видит, что я отлично ему подхожу, а на вопрос, почему только сейчас, озвучил сумму зарплаты, которая была абсурдно большой для такой работы и для этих мест. На мой отказ он поднимал сумму, обещал всякие плюшки и подарки, но я уже понимал, что тут явно что-то не так. Очевидно, никакого 5-звездочного отеля в округе не открывалось и вряд ли предвидится. К началу следующего сезона такие зазывалы становились все убедительнее, а может, это и вовсе обычные люди были, как теперь узнать. Но я, к счастью, так ни с кем и не вышел. Потеряшки. Когда в межсезонье мне сказали, что лучше по возможности не селить гостей в правое крыло, я вспомнил эти 2 случая, потому что были они как раз в том крыле, но в разных номерах. 1. Счастливое семейство.
Это произошло буквально в первый месяц моей работы. Молодая семья, пузатый шутник-отец, немного полная хохотушка, мать и совершенно очаровательный малыш лет 7 приехали на целых 2 недели. Все было замечательно, они всем довольны. Были хоть и шумные, но всегда поднимали настроение всем вокруг. Часто делились впечатлениями от прогулок, угощали сладким к чаю. Вылет у них был рано утром, часов в 5 или 6, точно уже не помню, около 4 утра. За ними приехал трансфер от туроператора, но никто не вышел из номера. Я постучал в дверь на случай, если не просто проспали, забыли или еще что, но никто не открыл. Ладно, может, решили своим ходом, так бывает. Когда трансфер от туроператора слишком рано, и люди выбирают более комфортное время, хоть и засвечет, но никто не вышел, и на следующий день, когда номер открыли, обнаружили частично собранный чемодан, разбросанные вещи и все. Никого не было, как будто посреди сборов семья внезапно все бросила и куда-то ушла. Пытались дозвониться, номер не обслуживается, посмотрели запись с камер, а они все вернулись в отель в 18:06. 19:30 отец разогрел еду в микроволновке на этаже, 3 контейнера и вернулся в номер. На этом все. Судя по камерам, никто не выходил, да я тоже заметил бы. Моя смена с 21 до 09 часов, так как не спал с ожидания выезда. Неоднократно приезжала полиция, приезжали родные этой семьи, но, насколько я знаю, их так и не нашли. Второе. Помехи. Второй случай был уже в конце сезона. Приехала семейная пара предпенсионного возраста, муж по работе и жена за компанию отдохнуть. Вежливые, тихие, интеллигентные люди. В один из вечеров около 22 часов женщина спустилась на ресепшн и попросила посмотреть ТВ в ее номере. Помехи какие-то, каналы то показывают, то нет. Может, провод отошел или нажала что-то не то, обычное дело в целом. Меня отвлекли на несколько минут другие гости, но когда я поднялся и постучал в дверь, мне никто не открыл. Зато был слышен звук работающего ТВ, и я закономерно предположил, что все в порядке, и моя помощь больше не нужна. Спустя пару часов вернулся муж, а дальше уже предсказуемо. По камеру ничего. В номере включен телек, на столе остывший чай и телефон женщины. Мужчина еще несколько раз приезжал, продолжая поиски, даже звонил иногда на рабочий номер. На случай вдруг я объявилась, но ничего. Это одни из тех случаев, которые я так и не объяснила себе, хоть сколько-то приемлемо. Если за завал еще можно как-то объяснить шизами или возможными криминалом, всякие стуки за дверью и подобные моей собственной шизой, чьим-то розыгрышем, то это тут просто нет идей. Робкие. Эту категорию я оставил напоследок, так как один из случаев положил начало концу. Я назвал ее робкие, потому что чаще всего такие гости выглядели робко и застенчиво. Мялись за дверью, не переступая порога, и отводили глаза. Их было не так много за все время, и всегда это были дети. Чаще всего девочка или мальчик лет 10 на вид, одеты немного несуразно, например, зимние ботинки, шорты и куртка летом. Неправильно застегнутые пуговицы на явно не по размеру рубашки, надетое задом наперед платье и так далее. Летом входная дверь часто оставалась открытой для того, чтобы был свежий воздух, так как обычно я все равно не спал, никуда не ходил и поэтому не прозевал бы вошедших. Обычно я примерно помнил, какие дети у нас живут, и когда видел, как кто-то из этих стоит за дверью, подходил на всякий случай ближе. Как только они начинали конючить и проситься внутрь, я возвращался за стойку и просто игнорировал их, пока они уйдут. Не знаю почему, но когда они пересекались с гостями, эти внезапно звали их войти внутрь, а то, ну, а че, дитя одно стоит там, пусть зайдет, посидит хоть.
Они просто уходили. Может, потому что гость не может принять гостя или что-то вроде. И все было бы хорошо, но они начали учиться. К началу следующего сезона они тоже эволюционировали. Могли что-то крикнуть с порога, могли в лоб спросить, можно ли войти. Фильтровать становилось сложнее. Как назло, в те сутки я работал и день, и ночь. Сезон начался, отель был набит битком. Много семей с детьми, которые в этот день заезжали и ходили туда-сюда. Их чада носились по двору, забегали в холл попить и снова бежали играть или плавать в бассейне. И я сбился, уже стемнело, я уставший. Регистрировал последних на сегодня гостей, семья с двумя сынишками. Снова погас фонарь у входа, а с улицы послышался детский удивленный возглас: «О, пацаны, можно к вам зайти? Дядя, может к ним?» Я, не глядя, крикнул что-то утвердительное, проверяя карту гостей. Во всем отеле мигнул свет. Когда я посмотрел на них, они удивленно переглядывались между собой, а кричащей с улицы мальца нигде не было видно. Но в этот момент я не обратил на это внимания. А на следующий день мужчина, знакомый кого-то из владельцев, который должен был выезжать, был найден без признаков жизни и с побелевшими за ночь волосами. В тот же день меня вызвонили и подробно расспрашивали о том, что было в течение дня и ночи. Так я и вспомнил случай: вечером фонарь, свет и удивленные лица гостей. Тогда что-то щелкнуло в голове. Фонарь гас всегда именно тогда, когда приходили гости. А лампочка лопнула, когда пропали люди. И вот снова. Следующей ночью ситуация повторилась, в этот раз молодой парой. Уже днем всех гостей расселили кого куда. Не знаю, как им это удалось почти в разгар сезона. Продажи закрыли, а меня без лишних объяснений попросили больше не выходить. В общем-то, я и сам понял уже, что наделал, и не горел желанием здесь оставаться. Я трижды пожалел, что не уволился сам еще тогда, когда пропали люди прямо из номеров, и дождался вот такого финала. Я не знаю, что делать. У меня есть некоторая сумма денег, которую удалось скопить, но я сомневаюсь, что это поможет заглушить чувство вины. Ведь это я тогда впустил незваного гостя. Не поверю, что это просто совпадение. И ведь даже в полицию не пойдешь с этим, в лучшем случае засмеют. Терапевта тоже не поверят. Зачем я все это рассказал? Мне просто необходимо было с кем-то поделиться. Какая здесь мораль? Да хрен его знает. Будьте осторожнее с незнакомцами, что ли.